мега волнуюсь. Убивать все на плоти сейчас идти, блин. Мне жалко ее убивать. Просто ехала. Я провел в своем дохардмодном мире почти год, и я понимаю, что не убить стену плоти почти на 300-м часу игры это очень странно. Зато я построил вообще все, что задумывал. Или... нет. На самом деле я совсем закончил, поэтому сейчас самое время переходить в хардмод. Ну! ГГ. Я не верю просто, что это случилось. Я реально не верю. Вот мой мир и в хардмоде. Что-то заразилось багрянцем, что-то освещением. И теперь же, благодаря моей 300-часовой подготовке, я могу фармить вообще все, что угодно, причем не прилагая никаких усилий. А все благодаря тому, что у меня куча ферм, которые я сделал очень заранее. Поэтому сейчас я пойду АФКшить, чтобы получить оружие получше, аксессуары с мимика, а уже потом отправлюсь добывать руды, алтари и так далее. Спокойной ночи. Я только заметил, что тут жезл раздора! Как вы понимаете, фарм прошел просто великолепно. Не слабо я так пофармил, но пришлось повозиться и чуть ли не перестроить ферму. Я из-за этого до 2 ночи просидел. Правда, я до сих пор не понимаю, почему спавнилось очень мало мимиков, что привело к тому, что у меня некоторых аксов очень мало. Но это все равно на фоне того, что я получил, никакая не проблема. Вы только посмотрите на количество сундуков с оружиями, аксессуарами, всем, что мне нужно. Ну а теперь, когда у меня есть какие-то базовые вещи, небольшие запасы, я могу себе позволить, во-первых, расширить склад, потому что мне его не хватает, а во-вторых, идти добывать всякие ресурсы, аксессуары, оружие, просто все. Я бы тебя Я ищу руды, я не ломал алтари. Я дал... Да блин, ну что за бред, я только баф. Очень рад адамантиту. Да, шотнул ты, конечно, братан. Где паллади здесь? Вообще я не понимаю просто. На самом деле я немного преувеличил. Все оказалось проще, чем могло показаться на первый взгляд. Однако это все равно было очень интересно, потому что я впервые за долгое время действительно играл в террарию, а не просто строил или реализовывал какие-то проекты. А помимо основного продвижения, я сделал несколько, можно сказать, сайд-квестов. Например, я купил у Дриады горшки для огнецветов, которых мне не хватало, нашел мага и к тому же обнаружил, что моя и без того небольшая пустыня заражена освещением. Неприятно, конечно. Но теперь, когда я вроде бы рассказал обо всем, что произошло, можно перейти к основному прохождению. Для начала я собрал все 3 вида руды с небольшим запасом. В моем случае это палладий, орехалка и адамантит. Потом я скрафтил адамантитовый сет и сделал перчатку титана, объединив перчатку силы и звериные когти. Также я поафкашил на своей фармилке святого биома и сделал себе крылья из эссенции света, падающих с виверн, и пыли фей. После чего я отправился фармить кровавую луну, чтобы получить бананоранг с клоуна. Возможно, это покажется странным выбором, но я никогда с ним не играл. Поэтому я решил, что надо попробовать. А в то же время я носил с собой меч и косу с мимика. Они оказались отличным оружием, потому что меч хорошо пробивал врагов, и отбрасывание у него огромное, а коса была идеальной для файта с кучей мобов. Однако под конец я в итоге остановился на бананоранге и косе, потому что, ну, я так чувствую. Кроме того, я решил перестроить склад, потому что этого мне уже не хватает. А вот новый стал значительно больше. Внизу я разместил ресурсы, которые мне либо некуда положить, либо они с историей, а сверху разделил все по вот такой справочке. И не думайте, что я псих. Предметы с историей это, по моему мнению, вот, допустим, кирка, с которой я пробегал весь до хардмод. Также, если вы думаете, что на этом перестройка закончилась, то вы глубоко ошибаетесь, потому что я сидел до 3 ночи, перетаскивая вещи и переименовывая сундуки. Это оказалось сложнее, чем кажется на первый взгляд, особенно учитывая, что слева у меня всегда что-то строительное, а справа нет. И это все еще по приоритетам, короче, вы поняли. Плюс во время стройки я обнаружил, что могу скрафтить сумку для ее. Для нее нужен противовес и вот такая перчаточка, которую я купил, пока фармил руды. Противовесы, если что, у меня были с самого до хардмода, я их еще тогда купил. Поэтому плюс сумка для ее. Но помимо всего этого, я улучшил шлем ночного
ночного видения до ультра яркого шлема и перековал оружие с аксессуарами. Правда, денег ушло немало, было 30 платины, а стало 20. Но оно того стоило, ибо иметь фулл сноровку на боссов точно того стоит, потому что мастер-мод, как мы знаем, ошибок не прощает. Стой! Ты, наверное, думаешь, что это конец ролика, но нет, тут еще будет важная информация. Во-первых, мир можно скачать по ссылке в описании. Не надо нигде искать там на левых сайтах, просто заходите в мастерскую Стима по ссылке в описании, у вас открывается страничка мира, готово, качайте. Во-вторых, все, кто сидят в Телеграме, видели спойлеры, видели кучу контента еще заранее. Поэтому выводы делайте сами, ссылка на буст есть в описании, если хотите меня поддержать. А так, это, наверное, все. Ну, я еще королеву слизней убил, поэтому вот теперь уже конец. Спасибо за просмотр и удачи!